Привет, мои дорогие! Ну что, начнем с названия, потому что от этого названия отталкивается вообще все видео. Поехали. Последний рубеж — это то, что на Покровском направлении. Ну и Blackout близко, дорогие мои. Результаты этой работы кропотливой работы по установке Blackout не со стороны Украины, потому что Зеленский, вы же знаете, это человек, который может только рассказывать сказки людям, потому что он угрожал там Москве Blackout сделать и всем остальным сделать Blackout. Но Blackout перешел и переходит постепенно на территорию Украины. В Харькове там очень-очень все плохо. Вот это... И не только в Харькове, дорогие мои, поехали. И Киев то же самое. Полтава также во тьме, дорогие мои, там даже воды нет. Ну, понятно, что Одессу отключают, но что самое интересное, как передают некоторые источники, что по Одессе, Одесской области света нет, зато у молдаван есть свет. Вот, у них они так кропотливо продают туда. Ну, сейчас Запорожье я вам тоже покажу, дорогие мои, потому что, ну, вот так вот выглядит напряжение в Харькове, а вот так вот Запорожье. Вот такой вот блэкаут и постепенно приходит, и я хочу сказать, что это видно даже уже по Испании. Какой результат работы идет именно непосредственно по самому блэкауту, потому что, как сообщают некоторые люди, которые там встречали своих знакомых, они говорят, что почти каждый рейс полон украинцев, ну, из Украины, которые, ну, из Украины не летят, там, из Молдовы и откуда-то еще, уже очень много. И также появляется очень много украинских номеров здесь, в Испании, потому что постепенно это начинает... Ну, и также вы видели это экономическое чудо, которое происходит в Западной Украине, дорогие мои. Сейчас я вам хочу показать кадры, как работает Рубикон. Если кто не знает, кто это операторы БПЛА, которые управляют дронами FPV в России. И делают всякие дед-зоны и так далее, килл-зоны. Смотрим. Открывай быстро двери. Тикай! Ложись! Олег! Слава Богу, живой. Финиш. Все живы, так что все нормально, не переживайте. Прицельно, сука. Финиш. Ого! Ты смотри. Херня броня, иди покажу. Да я бачу. Ну, знак аварийной остановки есть, чтобы там поставить, вдруг кто-то лететь будет. Вы поняли, дорогие мои. Вот так вот, как говорится, работает Рубикон. Ну, как видите, все, слава богу, остались живы. Ну, там не было военных, там просто какая-то, я не знаю, какой-то... Там какие-то журналисты, ну, журналистам заодно картиночку они покажут. ЕС приступает к подготовке 20-го пакета санкций против России и уже вместе с Беларусью. Катались они туда, Келлоги, Трамп там что-то привозил в качестве подарков, обменивались пленными, ну, я имею в виду не пленными, а заключенными, но все равно Лукашенко не пошел у них на поводу, дорогие мои. Так что вот они его
новый включили в этот 20-й пакет санкций. Хотя многие знают, что 19-й должен был быть какой-то супер суровый и говорили, что нагнет всю Россию и так далее. Окей, особенностью новой массированной атаки россиян стало большое количество баллистики. Российские войска рассчитывают поразить большей цели, сообщил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Игнат. По его словам, в этом году соотношение баллистики к крылатым ракетам у российских сил выросло. Ну да, а у Украины ничего не выросло. Абсолютно ничего, дорогие мои. Хочу вам показать Мирноград, только уже, ну, как бы говорится, не темный. Такое название тоже Мирный град. Ну, смотрим, дорогие мои, вот так вот он сейчас выглядит. Когда-то это был крупный центр угольной промышленности с населением около 45 тысяч человек. Сейчас же по улицам идут зачистки, российские штурмовые подразделения ведут активные боевые действия в городских кварталах. Вот так вот сейчас выглядит Мирноград. Ну, даже прилетают и ФАБы, и УАБы, и все, что хочешь туда. Есть кадры у меня в Телеграме. Здесь я не могу показывать, как там в 9-этажку прилетает по операторам дрона, или кто там сидел вот в этих местах. Так что печальненько, печальненько, дорогие мои. Вот, и когда выбираешь клоуна с 95-го квартала, вот такие разрушения мы получаем. Ну вот, показывает, что спецборд ВПУ из СЛО Россия выполняет маневры в районе Новой Земли. То есть подготавливается к ядерным испытаниям. Конечно, это плохо. Но для Трампа нужно показать Трампу немножечко, что Россия серьезно относится к выходу Америки из вот этих средних и малой дальности. Поехали. Конечно, это такая самая печальная статья. Украинские воспитатели остаются среди беднейших в Европе. То есть даже в Албании больше люди зарабатывают. Об этом свидетельствует отчет шведского эксперта Генрика Линда, подготовленный в рамках программы Polaris при поддержке шведского агентства по международному развитию. Доход украинского воспитателя в 4-5 раз ниже среднего уровня в странах Европейского Союза и в 2 раза меньше, чем у коллег из Албании, Боснии и Герцеговины. Украинские педагоги занимают последние позиции среди... О, свет погас. Все нормально, нас не бомбят, все хорошо, просто сел аккумулятор. Среди европейских коллег по показателям паритета покупательной способности, которые определяют реальную стоимость зарплаты. В отчете также указано, какие факторы угрожают будущему всей системе дошкольного образования. Речь идет о низких зарплатах, старении кадров и отсутствии мотивации у воспитателей. Так молодые специалисты не приходят в профессию, ведь уровень оплаты не покрывает даже базовых потребностей. Ну, с таким президентом раньше хоть какой-то тренд был. Открывались частные школы, частные сады. Если ты не хотел там, ну, в государственных там получали какую-то практику, опыт какой-то за малые деньги. А потом росли и уходили в частные. А сейчас и этого даже нет, дорогие мои. Все очень печально. Поехали. Все государственные ТЭЦ Украины, входящие в центр энерго, остановлены. Генерация отсутствует, сообщили точнее в центр энерго. Зато это как это, а на обещаниях. Но, знаете, тут еще тоже совпадают некоторые факты, которые происходят. Зеленский, окрыленный обещаниями Трампа, что он будет помогать Украине, там, и вот этой речью, когда был там с Орбаном, получится ли у Украины выиграть, Орбан сказал, может быть, ну все может быть, он сказал. Зеленский окрылен, что ему дадут там какие-то дальнобойные ракеты, начал опять пугать, ну и на следующий день накрыли полностью все. Ну, как-то так, дорогие мои. Ну, вот, давление, опять же, продолжается на эти арестованные российские активы, которые все хотят выкурить у Бельгии. Но Бельгия не сдается, и они сейчас подключают Норвегию, я вам об этом говорил. Норвегия может обеспечить выделение Украине кредитов 100 миллиардов евро. Ну, то есть, это не выделение, это просто отдать бабки. Предоставив в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, считающегося крупнейшим в мире, пишет британская газета The Times.
Times со ссылкой на источники. Норвегия обсуждает предложение о предоставлении Украине европейского военного кредита на сумму более 100 миллиардов евро путем обеспечения долга за счет средств ее национального суверенного фонда благосостояния в размере 1,7 триллиона евро. Говорится, станет 1,6. Говорится в материале. Это вы дайте ему кусить, и останется вообще 0,6. Только дайте ему кусить. Поехали. Вот уже последняя, как говорится, точка. И, уже вот. ВСУ лишились последней даже возможности выйти из Покровска. Россияне полностью окружили город, освободив последнее село в серой зоне. В котле оказалось около 2000, оставшихся без шанса на прорыв. Как-то так, дорогие мои. Как я и говорил, на выходных не очень много новостей. Но зато есть какой-то позитив. И позитив, как я всегда и говорил, на фронте. Потому что, видите, в дипломатии, когда сидит человек, которого вот так вот крутит, как пропеллер в разные стороны, то есть даже не просто там вокруг себя, где можно было что-то предсказать, а просто его тупо вот так вот в разные стороны крутит, то эта дипломатия ни к чему не приведет. Сейчас вот он хочет опять какие-то ядерные эти делать. Показательные выступления. То Венесуэла, то он хочет войска в Нигерию завести, то еще там кто-то виноват. Сегодня он там на ЮАР опять наезжал. Ядерные испытания. Мир спалить 150 раз. Это президенту Туркменистана и Узбекистана. Вот им очень интересно, сколько раз он может спалить мир. Они там себе считают, сколько у них там недвижки и все остальное. А он сидит такой, жонглирует, как сказать, 150 раз я могу спалить весь мир. А что тем остается? Только поддакивать, дорогие мои. Окей, на этом пока все. Слава богу, живы всем. Видите, что происходит? Потихонечку. Я просто хочу такой, знаете, посыл сделать туда, на Западную Украину. Это вы же следующие будете. Вот просто вот я не развил эту тему с молдаванами, да, то есть одесситы без света, там Киев, да, без света, можно сказать. Но у Молдавании свет есть. Понятно, что с Хмельницкой ТЭЦ. Потому что на Западной Украине еще, помимо вот этого вот их экономического чуда, еще и огромный профицит электроэнергии. Понятно, что они ее сливают туда, а потом начнут сливать. То есть туда ее не надо уже сливать за дешевок. Имеется в виду там в Харьков, в Сумы, в Полтаву, в Днепр, в Одессу. Зачем? Ее можно откатывать туда, на Венгрию тоже, на Словакию, на Румынию и на ту же Молдавию. Но ничего, я говорю, и очередь тоже до них дойдет. По подстанциям поработают и сливать будет некому профицит свой. Так что так, дорогие мои. Окей, подписываемся, кто не подписан, дорогие. И я вас всех обнял.